Всем привет, уважаемые вьюверы, и добро пожаловать на мой очередной урок в рамках большого плейлиста, большого курса, ну как подразумевается, по крайней мере в будущем, что он станет достаточно обширным, достаточно большим курсом по изучению языку программирования C++, и в данном видеоролике мы будем изучать, что такое логические операторы, как их использовать и какие бывают, так сказать, контексты применения простейшие, вот, как вообще, что это такое, с чем их едят. Вот, ну, сразу упомяну такой нюанс, не знаю, насколько он для кого будет важен, но, не знаю, считаю необходимым подметить, что логические операторы, по сути, они выходят напрямую из логической, или, как ее еще называют, булевой алгебры. И при желании можно, конечно, куда более детально ознакомиться с этими моментами, изучив какую-то статью, а может быть, даже и прочитав отдельную книжку по булевой алгебре. Но смею вас заверить, что это совершенно не обязательно, можно обойтись вполне себе, можно обходиться прикладными знаниями, которые я вам и продемонстрирую, по крайней мере их базовую, так сказать, сторону в этом видеоролике. Что ж, давайте начнем. Для того, чтобы познакомиться с логическими операторами, мы объявим парочку логических булевых переменных. Value 1 присвоим значение, например, true, и value, да господи, value, да, с третьего раза написал, и value 2. И воспользуемся, опять же, оператором условного ветвления u, if, как простейшей конструкции, ну или одной из простейших. Вы можете поэкспериментировать, допустим, использовать не if, а while или for. Ну, по идее, если вы смотрели предыдущие уроки с моего курса, то уже должны быть с ними знакомы. Но я возьму if как такой наиболее простецкий вариант. Так вот, какие существуют логические операторы, если мы вот говорим про базовые, да? Это оператор, логический оператор и, логический оператор или и логический оператор нет, то есть логический оператор отрицания. Как они работают? Есть, положим, есть выражение слева, допустим, в качестве выражения мы будем использовать первую переменную. Наш оператор, давайте возьмем для начала логический оператор и выражение справа, в качестве которого будет использована вторая переменная, объявленная нами. Так, тут тело цикла, сразу его поставим, сразу напишем какой-то cout символический. Да, кстати, забыл сказать, что вот этот символ, если вдруг кто не знает, называется амперсандом, то есть двойной амперсанд и является логическим оператором и. Так, напишу такую штуку, double ampersand. Добро пожаловать в комменты, если хотите меня загасить за то, что я, скорее всего, неправильно написал. Еще и очевидно неправильно написал. Ну, может быть и так, я не уверен, может быть это с ошибкой. Но, короче, смысл в том, что этот оператор по отдельности называется амперсанд, и причем с ним будут связаны очень интересные нюансы, которые мы будем разбирать, когда будем изучать указатели, но не будем сейчас пока об указателях, это нас все еще ждет впереди. Просто запоминаем, что для того, чтобы воспользоваться логическим оператором и, нужно написать вот так рядышком два амперсанда. Итак, у нас есть логический оператор и выражение слева, еще раз, да, в качестве которого выступает value 1, переменная 1, и в качестве правого выражения выступает value 2, соответственно. Так вот, что же такое логический оператор? Он проверяет, что выражение, которое стоит слева и справа, оба этих выражения возвращают истину. То есть сам оператор, то есть в итоге вернет истину по совокупности, да, то есть вместе со своими двумя выражениями, он вернет истину тогда и только тогда, когда выражения и слева, и справа возвращают истину. То есть, смотрите, так как у нас слева находится value 1, и эта переменная, ей присвоено значение true, то есть, что означает истину, да, а справа у нас находится выражение, которому присвоено значение, переменная, которому присвоено значение false, то есть ложь, соответственно, что у нас должен оператор вернуть? Он должен вернуть ложь, потому что, еще раз, его правило гласит как, что он вернет истину, то есть все выражение вернет истину только в том случае, если оба выражения слева и справа будут возвращать истину. Давайте в этом убедимся, скомпилируем.
нашу программу и увидим, что действительно вывода никакого нет, потому что слева у нас стоит true, а справа false. А логический оператор и требует, чтобы и слева, и справа в выражениях стояло true, то есть возвращалось true. И теперь мы можем легко в этом убедиться, что это работает именно так, присвоив вместо false второй переменной, присвоив истину. Теперь мы, скомпилировав программу, увидим, что да, действительно, теперь выполняется тело цикла, что говорит о том, что логический оператор возвращает истину. Еще раз, то есть, может быть, не совсем с первого раза очевидная, да, логика. То есть, смотрите, слева у нас может быть любое произвольное выражение, то есть, может быть какое-то, то есть более сложное выражение. Давайте не будем пока вдаваться в подробности. Вот у нас в качестве выражения выступает просто одна переменная булевая, да, true. И в качестве правого выражения выступает вторая переменная, value 2, она тоже true. И так как оператор логический и возвращает по совокупности оба выражения, которые стоят слева и справа от этого самого оператора и, он вернет true тогда и только тогда, когда оба выражения будут возвращать true. Это как раз наш случай. Но если мы хоть одно сейчас значение поменяем, у одной переменной, допустим, поставим теперь false у первой переменной, то мы, скомпилировав программу, убедимся, что теперь опять же цикл не выполняется. Опять вернем true. Так, что-то странно он тут работает. Скомпилируем. И опять увидим, что да, теперь логический оператор и снова возвращает по совокупности как бы своих выражений, применяется к обоим выражениям, возвращает true, потому что оба они true. Ну, все, вроде должно быть понятно, да? Далее, смотрите, какие еще операторы есть логические. Есть оператор логический или. Вот таким образом он пишется, ставятся две палочки. Еще вы можете, если вы работаете с Linux, или, может быть, просто слышали, с командной строкой работаете, наверняка слышали такое выражение, как pipe. То есть этот оператор еще называют pipe, дословный перевод труба. Вот, оператор трубы, то есть две трубы, это логическое или. Что гласит, какая логика у этого оператора? Этот оператор возвращает истину в случае, когда одно из выражений возвращает истину. То есть в этом случае теперь нам достаточно, то есть любого, хотя бы одного значения true от любой переменной, или же обе переменные тоже подойдут. То есть минимальное достаточное условие, хотя бы одна переменная должна возвращать истину. Но если две, тоже, соответственно, вернет истину. Проверим, то есть поменяем. Поставим false. И вспоминаем, что и у нас возвращал как бы ложь, да, а вот с логическим оператором или, скомпилировав, мы убедимся, что теперь с логическим оператором или все немножко по-другому, и он возвращает нам, в целом выражение возвращает true. Так, также мы можем поменять местами, то есть наоборот вернуть этой переменной значение true, а этой переменной присвоить значение false, и это тоже будет в целом возвращать, то есть выражение, в котором находится логический оператор, или будет возвращать истину. И также еще тоже, то есть доказываем, да, что 2 true тоже вернут, соответственно, истину. И вот только в случае, когда мы сделаем false, присвоим значение для первой и второй переменной, только в этом случае логический оператор или вернет false, и, соответственно, тело цикла не отработает. Вот, то есть еще раз подытожим, да, есть логическое или, которое возвращает, можете, знаете, как обратную логику такую для себя простроить, то есть логическое и работает только в том случае, когда оба выражения истины, то есть оно вернет истину только в этом случае, а логическое или возвращает наоборот ложь только если оба выражения ложь. То есть вот так можете еще запоминать, но кому как удобно. Можете просто, да, запомнить, что для или достаточно хотя бы одного выражения истинного, ну, либо тоже оба, соответственно, подойдут. А для логического и необходимо и достаточно, чтобы было оба типа выражения, оба были равны истине. Вот, собственно, с этими все. И есть еще оператор логического отрицания.
Он применяется, как правило, вы можете увидеть в контекстах к одной переменной. Записывается очень просто. Просто ставите восклицательный знак, он вам, в принципе, же должен быть знаком. Если вы проходили предыдущее видео, посвященное операторам сравнения, то там вы можете вспомнить, что тоже оперировал восклицательный знак в контексте, когда мы обсуждали неравенство, то есть логика даже похожая, да, то есть можно проследить логику, что там было неравенство, и здесь логическое нет, то есть логическое отрицание. Что же она делает? Все, в принципе, с первого взгляда довольно просто. Точнее, виноват, этот оператор просто переворачивает значение той переменной, которой применяется. То есть если переменная изначально имеет значение false, и мы применяем логическое отрицание, оператор логического отрицания, в этом случае переменная станет равно true, и тогда, соответственно, цикл отрабатывает. Это как раз наш кейс, да, то есть сейчас в данный момент у нас значение переменной value изначально у нас false, да, мы инициализируем таким значением, но при высчитывании этого выражения мы к ней применяем логическое отрицание, ее значение переворачивается в true, и поэтому скомпилировав программу, мы увидим, что мы получим вывод в консоль, что говорит о том, что тело цикла отработал, то есть переменная в рамках этого выражения была высчитана в обратное для себя значение, то есть не false, а в true. И, соответственно, если, смотрите, мы сейчас уберем, просто проверим, да, то есть уберем логическое отрицание и скомпилируем программу, у нас уже не выведется ничего в консоль, потому что переменная равна false. И то же самое, давайте вот сейчас наоборот, да, сделаем, чтобы вам еще понятнее стало. Присвоим наоборот этой переменной значение true. И смотрите, сейчас она как бы отработает, да, потом мы просто ее передаем, и буквально выражение возвращает true. Но теперь, если мы с помощью, опять-таки, оператора логического отрицания перевернем значение, переменная будет возвращать false. И if уже не отработает, то есть его тело не отработает. Как видите, все так вот и получается. То есть, ну поняли, просто переворачивает значение. Если true, хоп, перевернет false. Если false, наоборот, перевернет в true. Так, это еще не совсем все, это как бы базовая информация по логическим операторам, но я считаю, что нужно, наверное, сразу все-таки упомянуть такой момент, что логические операторы часто бывает очень удобно, как сказать, завязывать друг на друга в логическую цепочку. То есть вы можете выстраивать логические цепочки. Сейчас я покажу, как это делать. Объявим для этого еще одну переменную value 3, присвоим ей какое-нибудь значение, это не имеет значения, например, пускай будет true. И в этом случае смотрите, что мы можем делать. Я сейчас передам, опять напишу value 2, но продолжу эту логическую же цепочку, так сказать, создам. И сделаю вот такое выражение, то есть напишу еще одно логическое и, соответственно, здесь в качестве выражения последним буду использовать нашу новую переменную value 3. Смотрите, какой момент, то есть это все является выражение, то есть под скобками круглыми, да, это все логическое выражение само по себе, но оно состоит, как вы можете воспринимать это, как будто оно состоит из подвыражений таких маленьких, да, как бы, то есть первое логическое выражение с условным оператором и второе логическое выражение с условным оператором и в этом контексте мы встаем, так сказать, вплотную перед вопросом ассоциативности операторов. Я вот еще, кстати, не говорил на эту тему, и я думаю, что сейчас я пока вскользь ее коснусь и просто вот приведу на конкретном примере, но, возможно, нужно будет еще, может, как-то подробно ее, остановиться на ней, разобрать более подробно. Так вот, что же такое ассоциативность? Ассоциативность — это порядок применения операторов, то есть с какой стороны они применяются, будут ли они применены слева направо или справа налево. Это первый момент. И второй момент еще приоритеты операторов. Потому что у операторов у некоторых есть приоритеты меньше, у некоторых больше. Например, у логического и приоритет оператора выше, чем у логического или. А у отрицания еще выше, чем и у и логического, и у или. То есть это тоже надо понимать. Но в данном случае у нас два одинаковых оператора, и поэтому у нас, более простая ситуация. Мы должны думать только про ассоциативность. С какой же стороны нам начинать высчитывать наши внутренние, да, вот эти маленькие подвыражения. То есть справа начать нам, то есть вот с этого, да, выражения, которое объединяет, оператор, который объединяет value 2 и value 3, или же все-таки мы обязаны сначала посмотреть на value 1 и value 2. Так вот, я вам просто скажу, что
Логический оператор и, как и логический оператор или, имеет ассоциативность слева направо, то есть левосторонняя, по-моему, ну, точно, ладно, не буду говорить, потому что точно не помню, как, ну, наверное, она называется левосторонняя, да, ну, короче, смысл в том, что слева направо, то есть сначала мы должны посчитать вот это и, да, логическое, то есть value, которая стоит между value 1 и value 2, вернуть это значение, то есть, знаете, как будто в уме у себя такое в ячеечку положили, сохранили, посчитали, такие, так, что у нас там, value 1, value 2, смотрим, value 1 у нас true, value 2 у нас false, соответственно, у нас в целом оператор вернет false, потому что вспоминаем, что логическое и вернет тогда и только тогда true, когда оба его выражения равняются true. Запоминаем, что вернули false, а тут хоп, смотрим опять, логический оператор и, осталось выражение value 3, оно true, но это нас уже не касается, потому что, к сожалению или к счастью, мы получили слева false, и так как это тоже логический оператор и, ему недостаточно одного true, нужно, чтобы оба выражения были true, поэтому он тоже вернет false. То есть, еще раз, отсюда вернули false, потому что тут true false. Запомнили такое, положили как бы себе в ячеечку, да, в памяти мозга, что тут слева как бы выражение вернуло false. И тут смотрим value true, но нам уже понятно, маленький лайфхак, смотрите, если у вас хоть какие цепочки из логического и, если видите, просто там 5, 10, 25, неважно сколько их, один раз вот смотрите, прям одно выражение возвращает false, все, дальше можно не считать, итоговое, сколько бы их в цепочке не стояло логической, все будет false, то есть уже они так, как бы оно будет передаваться туда, вперед, и в итоге все равно все эти цепочки, ну общая цепочка вернет false. Вот если, смотрите, можно, если уже немножечко поиграть, да, с другими операторами, покомбинировать. Вот если мы сейчас поставим здесь логический оператор или, то смотрите, какая будет ситуация. Считаем еще раз, да. То есть, важно упомянуть, что логический оператор или тоже имеет ассоциативность слева направо, поэтому и он имеет приоритет оператора ниже, поэтому сначала высчитается. Кстати, я вам не пруфанул, да, виноват, я не пруфанул, что вот здесь будет именно false. Давайте запустим и посмотрим, что тело нашего оператора if не отработает. И вот если мы сделаем все true, вот только тогда, да, то есть мы понимаем, здесь true вернется, здесь true, и только тогда мы запускаем и видим, что да, действительно вывелся print. А так вот буквально какую угодно мы поставим одну переменную false, и все, сразу вся цепочка уже, если она объединена только логическими операторами и, она уже будет глобально false. И вот теперь давайте такой интересный случай, да, рассмотрим. Скомбинируем операторы, применим здесь логическое или. Вот теперь смотрите, какая ситуация. Считаем еще раз. Слева видим, что приоритет оператора выше у и. По-моему, сколько... Ой, ладно, не совру. Может 14, или 13. Ну, проверьте, не будем, короче, да, а то я сейчас ошибусь. Лучше, если хотите, проверьте, просто введите приоритеты операторов, там увидите конкретно, сколько у каждого оператора, но я точно помню, что логическое и имеет приоритет выше, по-моему, на единицу, буквально выше, точно не помню сколько, но на единицу выше, чем логический оператор или. Так вот, применяем сначала к левому, правому выражению value 1, соответственно, value 2, логический оператор и, так как у нас слева true, справа false, логическое и вернет false, и запоминаем, то есть как бы глобально, грубо говоря, да, справа, еще раз справа у нас выражение возвращается false, даже, знаете, можно еще вот так вот, чтобы вам прям максимально понятно было, объединить, что вот тут, вот я прям сверху подпишу, и так как, не знаю, в скобочке, так, нет, ладно, в скобочке не буду ставить, подпишу, что глобально оно вернуло false, вот так, да, то есть можете воспринимать этот false как значение, которое вернул вот этот логический оператор и, примененный к этим двум переменным, и это false, оно как бы стоит слева вот вместо этого выражения, то есть это выражение вернуло false. И вот теперь мы, запоминая этот false, применяем логическое или к этому false и к вот этому оставшемуся значению value. А так как тут true, вспоминаем,
А у нас как логический оператор или работает? Достаточно хотя бы одного выражения, либо слева, либо справа, чтобы оно возвращало истину. И так как у нас выражение value3 возвращает истину, нам уже все равно, что тут слева false, и поэтому if должен отработать. Уберем, чтобы компилятор нас не ругался, скомпилируем, увидим, что вот теперь действительно тело цикла отработало, что говорит о том, что мы воспользовались логикой в целом правильно. То есть, смотрите, эта тема может быть, может показаться немножко нетривиальной, если, да, с первого взгляда. Но вы потренируйтесь, просто еще раз посидите, поэкспериментируйте, поменяйте там, допустим, здесь логический оператор, поставьте 2, да, логических или, посмотрите, что будет, типа, логический или такой value 1, value 2. Так, а что там или у нас достаточно хотя бы одного, можно 2, но достаточно одного значения true, значит здесь вернется true. Здесь value тоже true, 2 true, понятно, что тоже логический оператор или 2 true возвращает true. Но в принципе уже, смотрите, опять же лайфхак, здесь вернули true, видим или, можно уже не смотреть, что там за выражение. Понятно, что если слева у логического оператора или есть с любой части слева, справа, другую часть можно не смотреть. Все, если true есть, понятно, что точно уже вернет без шансов, без вариантов true. То есть вот такие дела. В общем, ребят, поле для экспериментов, если немножко непривычно, да, поначалу кажется, просто поэкспериментируйте, постройте сначала с одним оператором, поэкспериментируйте отдельно, да, там, опять же, или отрицание, а потом постройте вот такие цепочки, можете двойные, тройные, попередавайте вот так значения, покомбинируйте их, поэкспериментируйте, и, я думаю, никаких проблем у вас не возникнет. Все, давайте, короче, можно, я думаю, заканчивать, вроде ничего я не забыл, по крайней мере базово, базово этой информации вам будет достаточно для того, чтобы уже пользоваться, там смело, потренироваться и смело пользоваться логическими операторами в своих программах, проектах и так далее. Все, спасибо за просмотр, ставьте, пожалуйста, лайки, если вам понравился материал, который я вам преподнес, подписывайтесь на канал, будет еще очень много контента, я вот прям реально как-то почувствовал, что у меня есть очень большая мотивация, хочу реально делиться знаниями, накопилось уже достаточно, я уже, я не так давно в программировании, 3 с лишним года, но понимаю, что есть прям вот уже определенный запас знаний, с которым я знаю, что могу и хочу поделиться. Так что спасибо еще раз за просмотр, до новых встреч, я думаю, что я запишу еще там в ближайший день-два еще следующий ролик, так что ожидайте, пока.